Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего клуба. Меня зовут Светлана. С последней нашей встречи минуло 2 недели, и настал час представить вашему вниманию прогресс моей вышивки. Я вышиваю 2 большие картины: «Возвращение блудного сына» Лосева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жерара. Затем, во второй части видео, мы вновь отправимся в путешествие по древнему миру с его мифами и легендами. Сегодня нас ждет следующая глава «Тайны загадок глубокой древности». Чтобы подчеркнуть необычайность судьбы своего героя, рассказчик представляет дело так, что великий человек при рождении был обречен на неминуемую смерть, но его спасло некое обстоятельство, которое обыкновенному человеку может показаться простой случайностью. А на самом деле это указующий перст провидения, сохранившего беспомощного младенца для предназначенной ему высокой доли. Компанию нам составят Ромул и Рем, Эдип и Персей, Моисей и другие герои нашего экскурса. А сейчас вышивка. Начну я с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. 12 апреля, и взял свое начало новый отчетный период. Продолжаем вышивать в начатую выделенную область. Листья дуба, то есть облагораживаем придомовую территорию. Я планирую за отчетный период вышить, друзья, вот эту площадь. Посмотрим, как у меня получится. Готово. Теперь мы можем слышать шелест листвы от легкого дуновения ветерка. Идем далее. Теперь давайте по навигатору посмотрим, что мы будем вышивать на следующем выделенном участке. Это сосуд, видимо, с маслом оливковым. Вот так это должно будет выглядеть в крестиках. Так, выделили мы участок на 2500 крестиков. И давайте посмотрим, сколько цветов будет содержать в себе этот участок. Из каких цветов он состоит. Так, немного единичек, двушек поболее, конечно, трешек. И вот это все, вот это идут цвета, которые входят в выделенную область. Вот их сколько будет. Ой-ой-ой. А ведь это что? Стена, часть окна и сосуд с маслом. Да, немного, конечно, войдет дубовых листочков. Это все, да, вот, друзья, я листаю, это все содержимое. О, и наконец-то мы с вами добрались до группки крестиков, самой крупной, которая будет состоять из 136 крестиков. Вот столько, друзья, цветов. Прорастает потихоньку дуб на конве. Появилась еще одна веточка дубовая, и мы обзавелись оливковым маслом. Фрагмент картины готов. Но он содержит приблизительно 90 цветов. И мы перешли к следующему. И сейчас мы с вами посмотрим, что же нас ждет дальше. Зелень. И сейчас мы посмотрим. Вот такая красота должна будет предстать перед нами. Самая масштабная группка крестиков одного символа будет состоять из 235. И на этом участке, друзья, будет участвовать 98 цветов. Вот такой вот фрагмент.
Ну вот, готова у нас цветущая композиция. Разметили мы следующий участок. И посмотрим, что же будет вышиваться на данной выделенной области. Значит, мы продолжим, конечно, вышивать окно, импост и штору. Какая красота получилась! Как натурально смотрится стена, вход в дом. Окно хорошо просматривается. Необычайную легкость и атмосферность придают ажурные тени от листвы, которые легли на оконную штору и каменный вертикальный элемент, разделяющий оконный проем. Хорошо просматривается и четкая тень сосуда. Вся эта вышитая область легко дает нам понять, что день, представленный на картине, выдался солнечным и жарким. И как видите, друзья, мне удалось достичь намеченного результата. Вышита область, которая была запланирована. Вышивалась она нелегко. Вместо 10 дней, в которые мне хотелось уложиться, понадобилось 11. Время вышивки затянуло расположение крестиков одного символа сыпью. И символов таких было многое множество. Да, друзья, с зеленью пришла не только свежесть и разнообразие, но и сложность в работе. Но все это, как видите, преодолеваемо, картина растет, и затягивать с возвращением блудного сына мы не будем. Теперь для любителей математики озвучу результат в цифрах. Вышито уже 46,7% картины. В крестиках это составляет 101 330. За 11 дней мне удалось вышить 9500 крестиков. И осталось всего 115 470. И оставшиеся 3 дня я посвятила вышивке замечательной, яркой, летней, солнечной картине «Базарный день». Конечно, до солнечной яркости мы еще не добрались, но старательно приближаемся, ведь в работе у нас небо. Цель обозначена, продолжаем вышивать небесную ширь и высь. А вот и первая встреча в наметившихся облаках. Это часть крылышка. Кого же мы могли встретить, витая в облаках? Конечно, Меркурия, сына бога неба Юпитера. Но, друзья, не только по этой причине я решила, что это Меркурий. Как мы видим, скульптура находится посреди торговой площади, а в древнеримской мифологии этот бог – покровитель торговли, прибыли и обогащения, славящийся своей скоростью и неутомимостью. Он не спит ни днем, ни ночью. Да, друзья, именно, кстати, поэтому Меркурием также назвали и одну из так называемых быстроногих планет. Она мчится вокруг Солнца со скоростью около 172 км в час. В 3 раза быстрее Земли. И еще немного фактов, раз уж зацепились. На Меркурии одновременно и жарко, и холодно. Из-за того, что Меркурий находится рядом с Солнцем, там очень жарко. Солнечная сторона прогревается до 427 градусов по Цельсию. При этом в тени температура быстро падает. Минимальная отметка, которую смогли зафиксировать ученые, составляет минус 193 градуса по Цельсию. Сутки на Меркурии, полгода на Земле. Один из самых интересных фактов, что от восхода до восхода на Меркурии проходит целых 176 земных дней. А еще у Меркурия нет спутников. У Земли есть постоянный спутник – Луна. Ее мы практически постоянно наблюдаем на ночном небосклоне. А вот на небе Меркурия нет никаких объектов, кроме Солнца днем и звезд ночью. У самой маленькой планеты Солнечной системы нет спутников. Ну, друзья, вернемся на Землю. Бога Меркурия мы привыкли видеть с такими атрибутами, как жезл, крылатые шлемы, сандалии, а также часто денежный мешочек. Скажите вы. Понятно,
соглашусь я с вами. Но у нас он несколько преобразился. Ну, вот такое пока у меня восприятие. А теперь вернемся к вышивке. Хочу обратить ваше внимание, как расположены крестики одного символа. Да, поразительно. Готово. Вышивая небо, работа летит, ну, как и положено в небе. Разметила следующий участок. Летим дальше. Так, следующий фрагмент, друзья. Частичка второго крылышка. И продолжим вышивать небо. Ого! И самая масштабная группа стежков одного символа будет состоять из 1128 крестиков. Вот такая красота. Но к ней еще, конечно, нужно дойти. К ней я дошла, но осилить смогу ее чуть позже. Сейчас останавливаю вышивку и начинаю монтировать видео, которое вы, друзья, сейчас смотрите. Спасибо вам за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. А теперь касаемо математики. Эту работу я вышивала 3 дня. Вчера мною был побит мой собственный рекорд по количеству вышитых крестиков за день. Я осилила 1900 крестиков. Да, до этого наивысший результат, которого мне удавалось единожды достичь, состоял из 1700 крестиков. Растем. В итоге вышито уже 4,7% картины. В крестиках это составляет 16230. За этот период мне удалось вышить 4000 крестиков. И впереди еще 330 220. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. За 2 недели, кстати, в общей сложности мне удалось вышить 13 500 крестиков. Впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Настраиваемся, друзья, на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Царственные близнецы. У истоков национальной истории евреев стоит личность Моисея, вождя и законодателя, который, согласно Библии, освободил свой народ от египетского рабства, предводительствовал в их скитаниях по Аравийской пустыне, дал ему установление и умер в преддверии земли обетованной, ступить на которую ему было не суждено. В последующие века легенду о Моисее, как это всегда бывает с легендами о национальных героях, расцветили пестрыми нитями фантазии. Но эти позднейшие узоры не смогли изменить до неузнаваемости ее основных линий. Еще и теперь различаются черты человеческого лица в ореоле неземной славы, озарявший лик пророка и святого, когда он спускался с горы, где беседовал с Богом и получил из его рук новый закон для своего народа. Примечательно то, что хотя Моисей стоит к историческому времени довольно близко, в его жизнеописании элемент чудесного и необычайного занимает гораздо больше места, чем в сказаниях о еврейских патриархах. И они, по преданию, время от времени вступали в общение с божеством, то лицом к лицу, то в видениях. Но ни один из них не изображается творцом таких чудес и знамений, какими изобилует жизненный путь Моисея. Он от первого до последнего дня своей жизни стоит особняком, как носитель великой миссии. Его путь пролегает высоко над путями простых смертных, и в его образе нет почти ни одной из общечеловеческих слабостей. Рождение Моисея, как и все события его жизни, окутано дымкой тайны. После смерти Иосифа и его братьев, потомки их, сына Израиля, так быстро размножились в долине Нила, что египтяне стали смотреть на них с недоверием и страхом и пытались положить этому предел, принуждая их к тяжелым работам.
Но так как эта жестокая мера не привела к желаемым результатам, то властитель Египта издал приказ, чтобы все еврейские дети мужского пола умерщвлялись при рождении. Когда же фараон убедился, что его бесчеловечный приказ не выполняется из-за мягкосердечия повитух, которым было поручено это злое дело, он повелел бросать в воду всех новорожденных еврейских мальчиков. Мать Моисея 3 месяца после рождения ребенка прятала его. Когда же стало невозможным скрывать его дольше, она сплела корзину из тростника, вернее из папируса, обмазала ее глиной и смолой, уложила в нее ребенка и отнесла с сердечным сокрушением на берег Нила в заросли тростника. Старшая сестра младенца стояла вдали, следя за тем, что произойдет с ее маленьким братом. И вот случилось так, что дочь фараона, царя египетского, пошла к реке купаться и, заметив в тростнике корзину, послала за ней одну из своих прислужниц. Когда принесли корзину и открыли ее, царевна увидела ребенка, который тут же заплакал. Она пожалела его и сказала: «Это из еврейских детей». Тем временем сестра младенца, наблюдавшая за всем происходившим, подошла и обратилась к царевне: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» И дочь фараона молвила: «Сходи». Девушка пошла и привела мать ребенка. Дочь фараона обратилась к ней со словами: «Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату». Так мать получила своего младенца и вскормила его. Когда же ребенок подрос, она привела его к дочери фараона, и он стал сыном царевны. Ему дали имя Моисей, потому что, сказала царевна, я из воды вынула его. На самом деле имени данного героя при рождении мы не знаем. Библейская этимология не выдерживает критики. Это имя почти определенно египетское, но оно не связано с солнцем, как утверждали некоторые, а означает родовую принадлежность, сын того-то или рожденный тем-то. Оно являлось частью таких имен, как Яхмас и Тутмос. Вероятно, и имя Моисея аналогичным образом имело предшествующий слух, указывающий на Бога, сыном которого был провозглашен обладатель имени, и затем отброшенный, когда Моисей вышел из Египта. В рассказе о рождении Моисея нет ничего сверхъестественного, но в нем можно различить черты, более характерные для фольклора, чем для истории. Чтобы подчеркнуть необычайность судьбы своего героя, рассказчик представляет дело так, что великий человек при рождении был обречен на неминуемую смерть, но его спасло некое обстоятельство, которое обыкновенному человеку может показаться простой случайностью, а на самом деле это указующий перст провидения, сохранившего беспомощного младенца для предназначенной ему высокой доли. Такими эпизодами повествователь стремится усилить эффект рассказа, чтобы сделать его достойным величия своего героя. В греческих мифах так спасаются Эдип и Персей, в римских – Ромул и Рем. Оракул предостерег фиванского царя Лаия, что он погибнет от руки собственного сына, который впоследствии женится на его жене и собственной матери Окасте. Ужаснувшись предсказанию, Лаи приказал проколоть новорожденному сыну пятки железными спицами и бросить в горах. Ребенка нашли пастухи и отнесли к царице Каринфа, у которой не было своих детей. У мальчика ноги опухли от проколов, поэтому его прозвали Эдип, человек с распухшими ногами. Он стал одним из самых несчастных правителей во всей истории человечества. Судьба Персея была более счастливой. Его дед, царь Аргоса Акризий, убоялся предсказанной ему смерти от руки внука, поэтому заточил свою дочь Данаю в подземной темнице. Зевс проник в заточение в виде золотого дождя, и родился Персей. Акризий, опасаясь за свою жизнь,
приказал упрятать дочь и внука в ящик и бросить в море. Спасшийся по воле богов Персей не только убил чудовищную горгону Медузу, но и спас Андромеду, а также, по одной версии, основал знаменитые Микены. История Персея во многом напоминает историю троянского царевича Париса. Накануне его рождения царица Гекуба увидела во сне, что родила факел, от которого запылал весь город. Прорицатели объяснили, что сын, которого она родит, станет причиной гибели государства. Мальчика отдали пастухам, чтобы те отнесли его в ущелье горы Иды и оставили там. Через несколько дней один из пастухов, проходя мимо места, где был оставлен ребенок, увидел, как медведица своим молоком кормит младенца. Царевич был спасен, а государство все-таки погибло. Согласно римскому преданию, основатель Рима тоже был в младенчестве брошен на погибель и неминуемо бы погиб, если бы волей судьбы не вмешались волчица и зеленый дятел. Вот что произошло. На склонах Альбанских гор стоял длинный белый город Альба-Лонга, и в нем царствовала династия царей Сильвия, что значит «лесные». На холмах нынешнего Рима еще паслись стада, и волки рыскались среди болотистых низин. Один из царей оставил после своей смерти двух сыновей, Нумитра и Амулия. Нумитр был старший и должен был по воле отца унаследовать его престол. Но младший брат, честолюбивый и бессовестный, не постеснялся прогнать силой своего старшего брата и сам стал царем. Недовольствуясь этим, он задумал укрепить узурпированную власть и довершить злодеяние над братом, лишив его мужского потомства. С этой целью он приказал убить единственного сына Нумитора, а дочь его, Рею Сильвию, убедил, а может быть насильно заставил, сделаться жрицей богини Весты и тем самым дать обет вечной девственности. Но обет этот был нарушен. Девственница Весталка забеременела и в урочное время родила двух мальчиков-близнецов. Она указала на бога Марса, как на их отца, но жестокосердный дядя отказался верить ее словам и велел бросить обоих мальчиков в реку. Случилось так, что Тибр вышел из берегов, и слуги, которым было поручено утопить детей, не смогли добраться до главного русла реки и оставили корзинку с близнецами на отмеле у подножья Палатинского холма. Здесь их и нашла волчица, привлеченная их плачем. Она накормила их своим молоком и начисто вылизала тину, которой были покрыты их тела. Вплоть до времен империи под Палатинским холмом в память об этом событии стояла статуя, изображавшая волчицу. Она до сих пор хранится в Капитолийском музее в Риме. Некоторые добавляют, что зеленый дятел помогал волчице кормить и оберегать покинутых близнецов. А так как зеленый дятел, как и волчица, был посвящен Марсу, то народ усматривал в этом лишнее доказательство божественного происхождения Ромула и Рема. Такого рода удивительные истории рассказываются, по-видимому, чаще всего про основателей царств и династий в тех случаях, когда происхождение их стерлось из памяти народа или законность пребывания на престоле вызывала сомнения. В истории Древнего Востока мы находим еще один яркий пример того, как затерявшееся во мраке веков начало могущественного государства облекается покровом чудесного. Первым семитским царем Вавилонии был Саргон Древний, живший около 2600 года до нашей эры. Грозный завоеватель и деятельный строитель, он создал себе громкое имя, но имени своего собственного отца, по-видимому, не знал. Возможно, мать его была жрицей, которая не должна была иметь детей. Так, по крайней мере, мы можем судить по надписи, вырезанной, как говорят, на одной из его статуй. Копия этой надписи была сделана в VIII веке до нашей эры и хранилась в царской библиотеке в Ниневии, где она была найдена уже в новейшее время.
В этом документе царь следующим образом описывает свое происхождение. «Я Саргон, могущественный царь, царь Агады. Моя мать простого звания, отца своего я не знал, а брат моего отца живет в горах. Мой город Азуриам лежит на берегу Ефрата. Моя бедная мать зачала меня и втайне меня родила. Она положила меня в тростниковую корзину и горной смолой закупорила мою дверь. Она бросила меня в реку, река меня не потопила. Река меня подняла и понесла к Аки-оросителю. Аки-ороситель вытащил меня. Аки-ороситель, как своего сына, воспитал меня. Аки-ороситель назначил меня своим садовником. Сделавшись взрослым, Саргон поступил на службу к царю и благодаря своим заслугам сделался самым доверенным лицом из всех подданных царя. Доверие было очевидно обмануто. Там, где царь слаб, а первый министр силен, как это слишком часто случалось в истории, царя свергают, и новым царем становится министр. Так было и в случае с Саргоном. Вполне вероятно, что Саргон, сделавшись царем, умышленно принял новое имя в качестве средства пропаганды. Имя это означает «законный царь», которым он как раз и не был. Очевидно, даже в древности люди знали, что какой бы возмутительной ни была ложь, она будет принята, если повторять ее достаточно громко и достаточно часто. Как узурпатор Саргон чувствовал, что лучше было бы основать новую столицу, где можно было бы начать заново с самим собой в главной роли, чем оставаться в старой, полной памятников и воспоминаний о прежней династии. Поэтому он основал где-то на семитской территории город Агады. Он прославил этот город и стал известен в исторических книгах как Саргон Древний. Этот рассказ о царе Саргоне, в младенчестве брошенном в реку в тростниковой корзине, вполне совпадает с библейским рассказом о младенце Моисее, оставленном на произвол судьбы в зарослях на берегу Нила. Принимая во внимание, что вавилонская легенда много старше еврейской, можно предположить, что авторы книги «Исход» создали свою версию по образцу вавилонского оригинала. Но также возможно, что обе легенды, как вавилонская, так и еврейская, совершенно независимо друг от друга выросли из одного общего корня, из народной фантазии. Теория самостоятельного происхождения обеих легенд подтверждается до некоторой степени существованием сходного рассказа в великом памятнике индийского эпоса в Махабхарате, так как трудно допустить, чтобы авторы последнего были знакомы с соответствующими семитскими преданиями. Поэт рассказывает о том, как царская дочь Кунти сделалась возлюбленной бога солнца и принесла ему сына, прекрасного как небожитель, облаченного в воинские доспехи, украшенного блестящими золотыми серьгами, с глазами льва и бычьими плечами. Но царская дочь, стыдясь своего греха и в страхе перед гневом отца и матери, посоветовалась со своей кормилицей и уложила дитя в непромокаемую корзину из ивовых прутьев, удобную, мягкую, выстланную простынями и снарядной подушкой в изголовье. Со слезами на глазах она припоручила младенца водам реки Асва. После этого она вернулась во дворец с тревогой в душе, боясь, как бы разгневанный родитель не открыл ее тайны. Но корзина с ребенком плыла вниз по реке до самого Ганга, пока ее не прибило к берегу около города Чампа на территории племени Сута. Случилось так, что по берегу реки гулял человек из этого племени со своей женой. Они заметили корзину, вытащили ее из воды и, открыв, увидели мальчика, прекрасного, как утреннее солнце, в золотых доспехах, с дивным лицом и с блестящими серьгами в ушах. Чета была бездетна, и когда мужчина увидел прелестное дитя, он сказал своей жене: «Поистине, боги, видя, что у меня нет сына,
послали мне этого младенца. Они его усыновили, вырастили, и он стал великим стрелком. Его звали Карна, а царственная мать его получала о нем вести через своих соглядатаев. Существует мнение, что в преданиях, подобных рассказу о младенце Моисее, брошенном в воду, отражается древний обычай, когда для испытания законорожденности ребенка его бросали в воду на волю судьбы. Если ребенок всплывал, его признавали законорожденным, потонувший же объявлялся незаконным. В свете такого предположения может показаться знаменательным тот факт, что во многих из этих легенд рождение ребенка объясняется сверхъестественными причинами, и таким образом деликатно прикрывается его незаконорожденность. Так, согласно греческой легенде, Персей был сыном Зевса. В римском сказании близнецы Ромул и Рем были зачаты их девственной матерью от бога Марса. А в индийском эпосе царская дочь объясняет рождение своего ребенка ласками бога Солнца. С другой стороны, в вавилонской легенде царь Саргон менее счастливый, или, быть может, более откровенный, чем его греческие, римские и индийские собратья. Прямо признается, что отец его ему неизвестен. Библейское предание не дает никаких оснований предполагать существование каких-либо сомнений в законорожденности Моисея. Но его отец Амрам женился на своей тетке по отцу. Моисей был отпрыском этого брака. Впоследствии еврейский закон стал признавать такие браки кровосмесительными. Поэтому можно предположить, что мать Моисея, бросая его в воду, имела для этого причины более личного характера, чем общий приказ фараона, относившийся ко всем еврейским детям мужского пола. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.